Приветствую вас, дорогие автолюбители. И сегодня хочу рассказать о проблеме, которая, в принципе, возникает из-за версии автомобилей. Вы знаете, что существуют автомобили корейские и существуют автомобили корейские, сделанные для определенных рынков. Например, для рынка Америки, либо для рынка Европы. Вот популярность в наших странах корейских автомобилей говорит о том, что сейчас начали их завозить непосредственно с рынка Кореи. Это с корейским меню и так далее. Но у них есть ряд отличий. Вот в данном случае такие Kia Optima Restylling K5, где в принципе рамка идет вот такая вот. И установить другую там на Kia Optima здесь не получится. Используется вот такое вот крепление. Вот устанавливается магнитола, сзади ставится. Но как видите, вот здесь не закрывает, мешает вот эта вот штука. Почему? Потому что рамки изначально изготавливались для магнитол с другим радиатором. Вот с вот таким. И он раньше был даже еще меньше. Новых рамок, естественно, никто производить не будет. Поэтому, если у вас, например, вот такая рамка, она короче и меньше, это очевидно, то можно поставить. И то не всегда. Видите, в этом случае вот получается поставить. Вот я поставил. Она закрылась. Но если она все-таки вот здесь вот немного мешает, что нужно сделать? Нужно немножко убрать пластик. Резать его не нужно. Вы просто берете вот этот пластик и аккуратно феном прогреваете. Делаете вмятину внутрь. Именно на длину вот этого вот радиатора. И тогда она прекрасно станет. Другого способа здесь, в принципе, скажем так, есть другой способ. Можно снять вот эту систему, заднюю плату, и переставить на вот эти вот саморезы. Передвинуть его вниз. Как видите, здесь есть способ. Но если у вас такой радиатор, то достаточно просто прогреть. Здесь с этой стороны оно не сильно будет видно. Будет немножко удавлено теплым горячим воздухом. Снимать, конечно, можно. Но вы много не снимете, дырку сделаете. Вот такой вот вариант. Что касается, если у вас радиатор вот такой, то, конечно, просто так вы не поставите. И здесь не закроется задняя рамка. И снимать здесь достаточно много, в принципе. И деформировать не получится. Что делает здесь? Здесь нужно только сделать одно. Снять радиатор. Вот он. Вот такой радиатор. И опустить его ниже. Если я сейчас вот это уберу, покажу. Когда он сдвинется ниже, у вас, в принципе, вот так он станет. Будет достаточно места, чтобы нормально закрепить. Изготовить новую рамку с запасом китайцы не хотят. Потому что машина производится только в одной стране и только для рынка Кореи. Попадает к нам она очень редко. Вот поэтому они не хотят ее делать. И как видите, если у вас радиатор еще больше, такое тоже может быть. Вот сейчас попробуем модель, где радиатор задний еще больше. Так как модели становятся все мощнее и мощнее, соответственно, радиаторы, видите, он тут больше с этой стороны особенно. Ставим сюда. И здесь получается та же история. Подобные штуки, кстати, встречаются в разных моделях. Например, в Ford Fusion, да, Fusion такая проблема. И даже в Peugeot 307. Ну и подобных машинах. Снова нужно снимать вот этот радиатор и сдвигать его сюда. Крепить его можно непосредственно на рамку. Можно взять, вот сейчас покажу, как это крепится. Вот мы возьмем, к примеру, дисплей. Вот этот дисплей отсоединим. И сюда посмотрим, как можно сделать рамочку. Вот у вас стоит так рамка. И вот здесь у вас есть дополнительное, это вот так будет. Вот здесь ниже есть специальное вот крепление. Вот на них можно сдвинуть. То есть у вас уже есть сдвигание приблизительно 1 сантиметр. Закрутить можно только сверху. Хотите более серьезнее сделать, можете сделать дополнительные дырки. Вот здесь есть созданы специальные
закрутки, крепления. То есть, в принципе, они это предусмотрели, китайцы, что нужно будет его опускать ниже. Но, к сожалению, этого пугаются наши заказчики. Вот, смотрите, если мы так ниже спускаем его, крепим сюда, часть даже ляжет на пластик, ничего страшного, запаса шлейфа там достаточно. Мы можем спокойно ставить эту рамочку, и у нас все красиво становится, даже остается место. То есть проблемы в этом нет. Вы сверху закручиваете плату непосредственно вот эти две дырки подготовленные, а нижнюю можно добавить, прицепить, например, даже вот сюда, если это позволяет, конечно, либо посадить на жидкие гвозди. Все отлично будет держаться и работать. Запаса шлейфа здесь достаточно, чтобы сдвигать приблизительно на 1,5-2 сантиметра. На 2, наверное, нет, на 1,5 точно получится. Вот такая вот проблема, легко решаемая. Делать другую рамку, конечно, китайцы пока не будут. Они не видят в этом смысла.